Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. Хочу сегодня предложить вам новый расклад. Называться он будет «Ипотека» или «Стоит ли брать ипотеку?». Сегодня я вам предложу два варианта. Подумайте, пожалуйста, и выберите. На раскладе мы попробуем разобраться в некоторых аспектах. Стоит ли брать кредит на жилье? Подходящее или неподходящее сейчас время? Совет от карт по поводу будущей ипотеки. С какими трудностями вы, возможно, столкнетесь в ходе оформления ипотеки? Поговорим об успешности. Даст, одобрит или не одобрит банк ипотеку. Также обрати внимание на ключевые события, которые будут проходить во время выплаты ипотеки, и итог выплаты ипотеки. Сложится или не сложится. В конце расклада, как всегда, для вас будет совет от высших сил. Я хочу напомнить, что всегда рада и открыта к контактам и взаимодействиям. Приглашаю на личные консультации. Вся необходимая информация есть под видео. А у нас впереди первый вариант. Итак, приветствую первый вариант. И первый вопрос, на который нам предстоит ответить. Стоит ли брать кредит на жилье, подходящее ли сейчас время? Но я так думаю, что нас смотрит сегодня в большинстве своем женщины. И карта нам показывает, что сегодня ваше финансовое положение не настолько стабильно, насколько бы вам хотелось. Возможно, вы не зарабатываете достаточно денег для такого серьезного шага. А возможно, у вас есть некоторые проблемы в семье. Может быть, сложные взаимоотношения со своим супругом, со своим партнером, который, возможно, вас не поддерживает в ваших начинаниях и ваших изысканиях. Подходящее ли сейчас время? Что же нам карты говорят? Что, наверное, если поторопишься, то, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. И вам потом придется очень-очень печально осознавать те действия, которые вы совершили. То есть будет очень большая грусть. Вам придется по итогу остаться в некой изоляции на сегодняшний день. Да, возможно, внутренне вы готовы к принятию такого решения, но внешние аспекты, они еще не сложились. Поэтому лучше, конечно, подумать. На данном этапе есть сложности. Давайте посмотрим, что советуют карты, и, может быть, и объясняют, в чем проблема. Угу. Ну вот, как я уже и говорила, возможно, здесь вам необходимо заручиться поддержкой вашего любимого человека. Готов ли он вас поддерживать? А вы знаете, он опасается. Он все-таки думает, что если вы возьмете ипотеку, то у вас не получится, и вы проиграете в данной ситуации. И еще между вами недоговоренности, касающиеся как раз финансов. То есть вы не пришли к единому мнению. И отсюда и разногласия. Вам, конечно, сейчас достаточно сложно, потому что вы очень глубоко переживаете и даже чувствуете некую потерю энергии, эмоций, сил. Ну, то есть вы как будто бы немножечко, у вас такой внутренний раздрай. И вам очень грустно, и какие-либо предложения, которые поступают в ваш адрес, они вас не радуют. То есть вы очень-очень переживаете. И очень хотите, чтобы ситуация поменялась, и вы вышли из этого состояния. Поэтому вот совет все-таки поговорить со своим близким человеком и заручиться этой поддержкой, потому что он вас любит и переживает о вас, но пока не готов к серьезным таким действиям и поступкам. То есть он больше созрел эмоционально, нежели материально созрел. А вот вы уже и готовы, да, без поддержки своего супруга вам будет достаточно сложно. Трудности, с которыми вы можете столкнуться,
у вас не будет много вариантов. То есть, скорее всего, будет какой-нибудь один вариант, который по каким-то причинам вам не подходит. И поэтому у вас могут возникать такие неприятные ситуации. То есть вас как бы заставят, вы попадете в некую зависимость вот той ситуации. То есть, возможно, в банке то, что вам будет предложено, вам не очень хорошо будет подходить. И если вы согласитесь на эти условия, то вы окажетесь вот повязаны по рукам и по ногам. И дальше карта не открывает секрет ваших трудностей. Видимо, это ваши уроки, которые вы должны пройти и чему-то в жизни научиться. Наиболее вероятный успех, одобрит или не одобрит, если все-таки, несмотря на все трудности, вы решите. Все-таки карты показывают, что, скорее всего, одобрения не будет. То есть будут какие-то препятствия перед вами поставлены, непреодолимые, которые на данном этапе вы еще не можете пройти. Или, возможно, не подойдет банк, который вы выбирали. То есть все-таки будет некая проблема. Но проблема все-таки в том, что не хватает вот этих вот ваших финансов. То есть недостаточно средств. И, естественно, что вы будете чувствовать себя очень тяжело и как бы разрушится вот то ваше будущее, которое бы вам хотелось построить. Поэтому сегодня вот карты говорят, наверное, не стоит погружаться в это состояние и немножечко отложить, а может быть заняться в большей степени ростом своего благосостояния. Ключевые события, какие могут произойти, если вы все-таки согласитесь на выплату и пойдете. Понимаете, что, возможно, вам предстоит почувствовать себя не очень хорошо, потому что те договоры, которые с вами будут заключены, они будут не очень хорошо на вас отразятся, и вам будет тяжело в этом смысле. Это также будет вам сложно материально, потому что надо будет искать дополнительные средства, и, возможно, вам будет тяжело эти средства найти, и выбора у вас не будет. То есть вы окажетесь в такой некой ловушке. Вот карты еще раз подтверждают, что даже если вы возьмете всем смертям назло, то, скорее всего, вы попадете в череду трудностей. То есть большее внимание все-таки надо уделить росту своего благосостояния на сегодняшний день. Итог выплаты ипотеки. Если все хорошо, то сил у вас не будет, и вы будете настолько раздражены, если вы возьмете сейчас эту ипотеку, что будете себя проклинать бесконечно, зачем я ввязался в эту ипотеку. То есть вам будет очень и очень сложно. То есть вот на данном этапе такой шаг серьезный, как приобретение жилья, недвижимости в ипотеку, наверное, вам пока закрыт. То есть больше сосредоточьтесь на развитии, во-первых, взаимодействия в семье и увеличения вашего достатка. Совет какой? От высших сил. Силы у вас есть. Продумайте разные варианты. Заручитесь поддержкой своего мужчины, сильного мужчины. Обратите внимание, а может быть даже и других людей, которые вас поддержат в этой ситуации, не только ваш муж. И выйдите вот из тех ограничений, в которых вы сейчас находитесь. Потому что это очень важный момент для того, чтобы справиться и преодолеть те сложности, которые вас будут ожидать. Если вы это не сделаете, то не получите хороший результат и потеряете энергию, силу и почувствуете, что весь мир это бардак и хаос, и останетесь без денег. Поэтому все советы карты нам для вас сообщили. Всегда рада к личным встречам, взаимодействиям. Приглашаю на личные консультации. Желаю, чтобы вы обязательно приобрели жилье. И хотелось бы, чтобы это было не в ипотеку. Не в ипотеку, да. Всего хорошего, до новых встреч. Что ж, а впереди у нас второй вариант. Давайте попробуем ответить на вопросы, стоит ли брать ипотеку сейчас. Первый вопрос. Подходящее ли сейчас время? Вы знаете, сейчас время абсолютно неподходящее, потому что вы не на коне, у вас нет достаточных ресурсов для того, чтобы эту ипотеку получить, нет достаточной энергии, желания.
чтобы ввязаться вот в этот очень сложный и длительный период оплаты ипотеки. То есть карты говорят о том, что надо 10 раз подумать. Возможно, у вас сегодня какие-то проблемы. Проблемы на работе, проблемы с финансами, проблемы в семье, все что угодно может быть. И вы сегодня не обладаете вот той энергетикой, которая бы позволила вам получить эти деньги и успешно справиться с этой нагрузкой. Вы сейчас очень много времени тратите на то, чтобы заработать деньги. То есть много внимания тратите именно на это. И самое главное, что вы очень много денег тратите. То есть они впустую у вас уходят, вы их не скапливаете. Это может быть вот как раз и делает вас не очень успешным. Вот эта карта нам тоже подтверждает, что вы сегодня не управляете своими финансами настолько, чтобы они заработали в ваших интересах. Возможно, у вас это впереди. То есть по каким-то аспектам вы не договариваетесь не только со своими близкими, но и со своими партнерами. И это повлияет на то, что вы теряете финансы и не получаете должный финансовый результат. Значит, совет от карт по поводу будущей ипотеки. Вот карта нам говорит о том, что вы бы очень хотели, но вам бы хочется быстро преодолеть все это. На самом деле посмешишь людей, насмешишь, а вот карты говорят, что лучше бы не двигаться вперед, пока надо бы постоять на месте. Все-таки движение вперед, оно вам на сегодняшний день не даст соответствующих результатов. Надо успокоиться, отдохнуть, скажем так, взять какую-то паузу и только, может быть, после этого начать двигаться вперед. Но карты говорят, лучше, конечно, бы нет. То есть что-то еще не доработано в плане вот именно финансовой части вашей жизни, которая впоследствии может на вас сказаться крайне негативно. С чем же вы столкнетесь, если все-таки возьмете ипотеку? Ну, во-первых, это будет очень долго, очень медленно. Вы будете чувствовать себя постоянно вот в этом напряжении, что я не могу быстро отдать средства, не могу ранее закрыть ипотеку. То есть все, вот как раз отсутствие материальных средств будет на вас оказывать большое влияние. Вы будете все время думать, а правильно ли я или неправильно поступил, и чувствовать себя очень неудовлетворенно. То есть не будет радости от этой сделки. Ну и, как я уже сказала, движение будет крайне медленное к итогу. Поэтому стоит поразмыслить и, может быть, отложить это решение на какой-то более поздний период. Все-таки, если вы согласитесь внутренне и примете решение, одобрят ли вам ипотеку? Я думаю, что нет. Карта нам говорит о том, что все-таки с банком вам договориться не удастся по разным причинам. Может быть, с вашей стороны есть какие-то недочеты, которые не понравятся банку. А может быть, и банк просто посчитает, что на сегодняшний день средств недостаточно. То есть мечта ваша, она не осуществится. И вы будете искать какие-то другие варианты для того, чтобы выйти в новое состояние. Значит, какие ключевые события будут проходить, если вы все-таки возьмете ипотеку? Ну, иллюзии у вас с глаз упадут, вы наконец-то поймете, что и как произошло, и почему, и так почувствуете себя абсолютным дураком, зачем я с этим связался, будете чувствовать себя крайне негармонично, будете все время стремиться выйти из этого состояния, потому что вам очень тяжело и плохо. То есть вот такое вот грустное состояние будет. А еще добавится агрессивность, потому что вы поймете, что поступили абсолютно неверно. Так же, как и у вашей партнерши, будет нарастать по отношению даже друг к другу агрессивное настроение, и это приведет в конечном итоге к тому, что вы перестанете быть друг другу откровенны, будете скрывать друг от дружки всю информацию, ну и даже потеряете интерес друг к другу. Поэтому на данном этапе все-таки рекомендую не начинать мероприятия, связанные с ипотекой. Итог выплаты ипотеки. Итог какой? Да, вы справитесь, даже если вот это все пройдете. Но вам будет очень грустно, очень печально, и вы потеряете очень много сил.
Вот я сказала, карта перевернулась. Да, хватит сил преодолеть все это, но в конце вы просто будете обесточены. Почувствуйте себя человеком, который не может устроить свою жизнь нормально, сплошные сложности, потери, нет какого-то понимания, что я могу, я сильный, то есть вот такое тяжелое состояние. Будете находиться в ограничениях, не будет у вас энергии, и в очередной раз карта подтверждает, что вы посмотрите, конечно, на свою жизнь и на свои действия очень трезво, но это вот отрезвление в конечном итоге будет вам не в радость. Эта ситуация вам дана по справедливости, чтобы пройти какие-то жизненные уроки, осознать многие вещи не только в себе, но и вообще то, что происходит в вашей жизни. Поэтому совет от высших сил на данном этапе пока не нужно получать и добиваться ипотеки, а немножечко подождать. А на что больше обратить внимание? Обратить внимание на то, чтобы более внимательно относиться к выбору, к своему, строить свою стабильность, внимание на дом, на семью, внимание на финансовые доходы, которые на сегодняшний день не очень большие. И не стройте, пожалуйста, иллюзий, что у вас все получится, и вы сможете преодолеть все, что хотите. А лучше посмотрите другие варианты. Сейчас пока не гармоничный момент для получения ипотеки. Ну что ж, приглашаю вас на личные консультации. Вся информация под видео. Желаю вам справиться со всеми сложностями материального характера и заработать жилье. Всего хорошего, до новых встреч!